Hello everyone, my name is Anthony. Welcome to my YouTube channel. Okay, if you've not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. I promise you're gonna be watching a lot of interesting videos. And yeah, for guys that haven't known, like the topic, actually I just want to make this video kind of really fast, so we don't waste a lot of time. You know, not everyone likes watching very long videos. Yeah, so we are going to go really fast. And for my English subscribers watching this video, please do not forget to hit the subtitle button, because now I want to perform a magic. Yes, I went to the pharmacy to buy this drug, and actually helps you, you know, like it's like makes you speak Russian. Yeah, so because I just want to kind of tell a story of how I learned the Russian language. So yeah, so let's try it out. It's written in text up to 2 seconds, around 5 seconds to take effect. So let's see. I can't wait, man. Quickly. Oh my gosh, what's this? Oh my gosh. Yeah, I can't wait, really. Oh my gosh, my lungs. My body system is kind of changing. I'm feeling a burning sensation in me. Привет! Привет! Oh my gosh! Я уже говорю по-русски. Привет, меня зовут Антони, и добро пожаловать в мой канал YouTube. Если вы еще не подписались, то, пожалуйста, подписывайте. Да, на мой канал. Я обещаю, что будет много интересных видео и, вот. Короче, я сегодня вам расскажу, как я выучил русский за 8 месяцев. I had learned the Russian language for in 8 months. Вот. И, короче, это даже удивление меня. Да. Вот. Короче, я начну так, потому что, чтобы все не перепутал. Вот. Я начну с мое первое занятие русского языка. То есть, если вы же посмотрели мое предыдущее видео про стереотипы о России, то есть вы там услышали, что там я говорю, что я выучил несколько фраз до того, я сюда приехал. Вот. И в моем первом занятии, то есть русского языка, там было немножко непонятно. Вот, конечно же, чужой язык. Вот. У нас была очень отличная преподавательница, ее зовут Лейла. Вот, вошла она в аудиторию и начала бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И мы типа, что происходит? Да, то есть, там было не очень понятно, конечно, она даже вообще по-английски не понимает. Вот, и вообще было очень сложно, но привыкли. Вот, то есть, и я быстренько, то есть, скажу про сейчас у меня здесь. Вот. То есть, на первом занятии было там, мы выучили алфавит, и я уже выучил алфавит до того, я сюда приехал, так что мне не было сложно. И тоже произношение, то есть вот особенности русского языка, то есть очень, то есть легко произносить слов и от букв, то есть русского языка, то есть английский вообще другой, английский не так, а русский вообще легко произносится из букв, вот. Так, второе у меня здесь. Вот. И то, что помогло мне выучить русский язык, это домашнее задание. Но на самом деле они меня бесят. Вот, то есть вообще бесит меня до сих пор. Я вообще не понимаю. В России дают много домашних заданий студентам. Вообще почему? Вообще я не понимаю. Но это на самом деле мне помогло. То есть у меня было слишком много домашних заданий, слишком много рассказов, слишком много текстов.
Вот. И мне, я обязан выучить каждый день до следующего занятия, до следующего дня 30 слов, представляете? 30 русских слов. Это вообще нереально. Представляете? Вот. Ну, я был серьезным студентом, и я выучил. То есть, каждую ночь выучил слов. Вот. И тоже рассказы тоже помогло. Ну, помогли как-то. Вот. Вот третий, это русский падеж. Боже, как я ненавидел, когда я начал русский выучить. Сейчас я вам расскажу что-то. То есть на английском языке есть такая штука. Если, допустим, ты знаешь слов, вот, и ты знаешь порядок построения предложения, типа предмет, глагол и объект. Тут ты можешь, говорить на английском. Но я так понял, допустим, давай берем пример I love my mother, yeah? I love my mother. Когда я начал русский выучить, то есть я так сделал, то есть I это же я, love это же любить, и my mother, моя мама. И я когда я, хотел показать мои способности, я любить моя мама. И, там, когда я сказал такое предложение, преподавательница меня исправила, что неправильно. То есть должна быть, я люблю мою маму. И вообще, откуда маму? Где моя мама там переводится в Google, переводчик. И там не люблю, а любить. Вот, потом я понял, что это из-за падежей, там, у вас там разные, 5 падежей, представляете, вообще много. То есть это трудности, сложности русского языка из-за много падежей. Но у меня как-то я немножко справился, так что, вот, но вначале было очень очень вот, честно вам говорю. Вот, там были много ошибок. Было много ошибок, вот, там, тоже с разными глаголами, то есть идет разный падеж, допустим, берем глагол dать, то есть я дал твоему другу. Это уже другой падеж. Нет, не 5 падежей, 6. Вот, я не забиваю сам. Вот, 6 падежей, представляете, это много. У нас на английском вообще такого нет. Таких нет, вот. И, у нас только времена. Много времени. Вот. Это, я как-то справился и, привык. То есть, я расскажу как. То есть, я разговаривал как называется это, с самим собой. Вот. То есть, как я допустим, если я в ванной, вот, я буду просто вместо петь, потому что я обычно пою в ванной, а вместо там петь, просто буду разговаривать с самим собой. Я перестал, на самом деле, по-английски говорить. Я перестал по-английски говорить на английском. Я просто... Я просто как-то приехал в другую страну, где там говорят на другом языке. Вот, и я хотел быть как они. То есть, я же на улице, когда я хожу, слышу слишком много русских слов, фраз, и, я хочу тоже так говорить, я не могу ждать. Вот. И, у меня как-то получилось из-за того, что я был серьезным. У меня было хорошее отношение к русскому языку. Простите, это актерство. Вот. Короче, русская грамматика очень сложная. Вот. Я как-то справился. Я много практиковался из-за этого. Я могу сказать, что на самом деле в 4 месяце я немножко начал говорить. Вот. Вот.
И четвертый, да, говорить со самим собой, вроде уже это рассказал. Это очень полезно, очень-очень полезно. Советую всем, кто изучает русский язык. Очень-очень полезно. Просто перестань на вашем языке разговаривать. Ну, допустим, если у тебя родной язык, допустим, английский, то перестань на английском разговаривать. Просто начинай со самим собой. То есть, типа, что я сейчас буду делать? Ну, я хочу готовить мясо. А что еще? Ты можешь, конечно, совершать ошибку. Конечно, пожалуйста, без проблем. Совершайте вот эти ошибки и исправляйте с собой, исправляйте себя. Это самое важное. Если ты делаешь ошибки, то исправьте обязательно. Допустим, я говорю так. Я пойду в школу. Сразу исправь. Нет, это не должна быть школа. Четвертый падеж. В школу. А не школа. Вот. Я пойду в школу. Вот. Так и есть. Если делаешь ошибки, исправьте себя. Это очень-очень помогает, потому что если в следующий раз делаешь такую ошибку, то ты сразу, вот, я раньше исправил себя. То должно так быть, а не так. Вот. Пятое, конечно, практика. Практика. Самое важное, ребята. Вот я скажу, почему много русских не умеют по-английски говорить, потому что они стесняются. Стесняшки какие-то они. Вот. То есть, типа, я не хочу совершать ошибку. Я не хочу, чтобы ты посмеялся надо мной. Нет. Ребята, понимаете? Вы хотите что-то уметь, да? Иметь. И хотите что-то иметь. Тогда надо стремиться к этому. Вот самое важное в жизни. Если я хочу, допустим, сдать экзамен, то, конечно, я должен готовиться к этому экзамену. Обязательно. Вот практика. На занятиях, на уроках, вот это вообще не то, что есть в жизни. Представляете, на занятиях у нас было вообще слова, которые в обычной жизни не говорят. Ну, плохие слова я имею в виду. Вот, когда ты открываешь себя, то есть, когда ты выходишь в жизнь, то есть, ты там выходишь, и ты увидишь, что там происходит. Это ты же не в закрытом помещении, вот. То есть, там разный акцент, разные не разные произношения, разная скорость. Боже, некоторые русские вообще слишком много говорят. Как рэп. Вот. И это... Ну, короче, ты познакомишься с этими критериями, с этими, и у тебя вообще не будет сложностей. У меня было много практики. О, боже мой. Сейчас я расскажу вам одну штуку. Когда я сюда приехал, у меня был один друг, который сказал, что надо искать какую-нибудь девушку, чтобы я хорошо по-русски понимать. Это смешно, но так и есть. Я тоже вам советую, чтобы я хорошо русский понимать. Надо девушку искать как-нибудь, века, где-нибудь вообще, на улицу познакомиться. Типа просто подходишь к девушке, ты спрашиваешь: вот девушка, привет, меня зовут Антони, как тебя зовут? Хочу с тобой познакомиться. Вот это помогает тебе, немножко с русским языком ознакомиться. Вот, переписывание, я с многими переписывался, это очень помогло мне. Вот, девушки искать, гулять по улицам. Вот, ребята, у нас же красиво здесь, в Питере. Гулять по улицам. В Эрмитаж. Где еще там, в Русский музей. На Невский проспект. Можно просто там гулять спокойно. Наслаждайтесь вид красивого, великолепного города. Вот, у нас Санкт-Петербурга.
Вот, кроме того, что я ненавидел погоду. Я почти умер. Да? Вообще, я вообще не могу представлять, как вы живете в России. Слишком холодно. Я вообще не могу представлять. Вы молодцы, ребята, честно. Ну, я уже привык, так что мы сняли матч на код. You get me, innit? Я же привык, я сам уже стал русским. Вот. И тоже, разговаривать с людьми, не стесняйтесь, пожалуйста. Прошу вас. Ты хочешь хорошо по-русски говорить? Не стесняйся. Разговаривай с кем-нибудь. С кем угодно. С бабушками, с девушками, с мужиками, с семьей. Честно, вот. Очень помогает. Вот как я выучил русский за 8 месяцев. Я, наверное, не из Земли. Я, наверное, из космоса. Нет, я обычный человек, как вы. Просто надо, следовать за этими пунктами. И все у вас получится. Yes. Подождите. What? What's happening to me? Did I just speak Russian? Oh my gosh. Can I check what I just said now? Because it seems the drop is gone. Okay, guys, I hope you liked the video. For my English watchers, like this guys, the guys watching my English speakers, there's a subtitle there. You could click on the subtitle to understand what I said in Russian. And I hope you liked the video. If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Yeah, okay, for guys that have been asking me though, I'm still gonna put a cover video on my page for you guys to understand what's gonna be happening on my page. I'm gonna be shooting flash mobs, I'm gonna be shooting pranks. Yes, pranks! We're gonna be pranking Russians. You get me, innit? Yes, we're gonna be shooting pranks, we're gonna be shooting interviews, we're gonna be shooting parodies, we're gonna be shooting a lot of things, my experience in Russia and lots more. Thank you very much and peace.